Друзья, прошла ровно неделя с момента нашего путешествия в Париж, но мы до сих пор перевариваем наши впечатления, а эмоции до сих пор у нас просто зашкаливают. Было красиво, было вкусно, было дорого и еще раз дорого. Друзья, и если вы еще не видели наше видео о Париже, обязательно посмотрите, я оставлю здесь ссылочку вверху. Там будут лайфхаки, шутки и даже момент, где нас чуть не сбил самокат. В общем, все как надо. Но сегодня, друзья, у нас совсем другая тема. Мы сегодня хотим поговорить про жизнь в Бельгии. Без всяких «посмотрите, как тут идеально». Сегодня будет только наш личный опыт, честные наблюдения и, конечно, фирменные шутки. Изначально кажется, что Бельгия — это много пива, вафли, шоколад, ну еще и брюссельская капуста. Но про нее мы говорить не будем, это больная тема. Но каково тут реально жить? Правда ли, что все бельгийцы не парятся из-за работы? Какой же тут уровень зарплат? Действительно ли в Бельгии все время идет дождь? Или это просто злой миф, придуманный туристами, которые забыли свой зонт? И вообще, друзья, легко ли здесь в Бельгии адаптироваться украинцам? Или же первые полгода ты такой сидишь и считаешь на калькуляторе, как же не разориться здесь на коммуналке? Обсудим все честно, немножко с юмором. Так что, друзья, наливайте себе кофе, или бельгийское пиво. Устраивайтесь поудобнее и будем начинать. Чирик, чирик-чик-чик, чирик-бэк-бэк. Когда люди слышат слово «Бельгия», то у них в голове сразу возникает несколько ассоциаций. Это высокий уровень жизни, и, конечно, Брюссель. Это столица Европы, где сидит Европарламент. И казалось бы, что жизнь там должна быть идеальной. Но, друзья, какова реальность? Действительно ли тут все так круто для иностранцев? Давайте вместе разбираться, сколько стоит жизнь в Бельгии, с какими сложностями здесь столкнутся люди, которые сюда приехали. И самое главное, стоит ли вообще сюда ехать? Зарплаты здесь высокие, денег хватает абсолютно на все. Вообще, Бельгия входит в топ стран с самыми высокими зарплатами в Европе. Например, минималка здесь 2000 евро, средняя зарплата 3500. Звучит, конечно, круто, а теперь давайте вместе разбираться. Например, вы живете в Брюсселе, и аренда жилья у вас составляет минимум 1000 евро. Это плохие апартаменты. Если вы хотите найти что-нибудь получше, то сразу готовьтесь выложить 1500-2000 евро, и это без коммуналки. Коммуналка, газ, свет, 200-300 евро, вода 50-100 евро. И телефония и интернет, это еще прибавляйте евро 80. Насчет продуктов. Продукты здесь не дешевые. До этого вопроса мы еще дойдем поподробнее, немного позже. Такой вам спойлер, друзья, что на 100 евро в неделю здесь питаться сложно. Итого, допустим, вы зарабатываете 3000 евро. И после вычета всех налогов на руках у вас останется 2100-2200. Отнимайте от этой суммы аренду жилья, отнимать от этой суммы пропитание, и остальное — это транспортные расходы и развлечения. Так что, друзья, если вы пытаетесь разбогатеть в Бельгии, придется стать либо айтишником, либо жениться на богатом бельгийце. Еще есть третий вариант — это работать всей семье. По поводу дружелюбства в Бельгии. В отличие от Италии, Испании и даже той же Франции, люди здесь не самые общительные. Да, они вежливые, они улыбчивые, но они очень закрыты. И вообще найти настоящих друзей в Бельгии — это еще тот челлендж. Особенно если вы взрослые, такие как мы. Есть еще такие стереотипы, что бельгийцы к себе в дом людей не зовут. Да, это почти правда. Потому что большинство встреч здесь проходит либо в кафе, либо на нейтральной территории, либо в ресторанах. И для иностранцев это может быть большим шоком. Потому что, например, в той же Восточной Европе дружба строится на частых встречах и посиделках в доме. Друзья, если бельгиец именно вас позвал к себе в гости на ужин, я вас поздравляю, вы прошли уровень дружба. Насчет чистой и идеальной страны я, наверное, соглашусь, да? Но есть небольшие нюансы. Если, например, вы приедете в город Брюссель и зайдете в центр города, да, там будет чисто, аккуратно, убрано. Стоит вам зайти немножко в сторону, где вас будут ждать сюрпризы. Потому что там мусор можно будет видеть прямо на тротуарах, прямо на проезжей, на прохожей части. И жители выносят мусор в пакетах, которые будет стоять до тех пор, пока не приедет мусоровозка и не заберет его. А мусор здесь вывозится обычный раз в неделю и пластик раз в 2 недели. А не дай бог, если вы попадете на забастовку мусорщиков, а они здесь проходят часто, то горы мусора могут стоять неделями. Еще одна небольшая проблемка — это граффити. Они красивые, они шикарные, но это все в центре города.
Но в спальных районах, друзья, стены списаны, что можно изучать местный сленг. И некоторые стены вам расскажут намного больше, чем бельгийские учебники по истории. По поводу цен на жизнь. Давайте честно, Бельгия – это дорогая страна. Например, средняя цена за литр молока – это 1,5 евро, за буханку хлеба – 2 евро, килограмм мяса – от 10 до 15 евро, выпить чашечку кофе в кафе – 3,5 евро. За жилье мы уже рассказывали вам в предыдущем видео, но повторюсь, аренда жилья – это 1000-1500. Да, в небольшом городке от 800 до 1000. Коммуналка – 300-500. Но покупка жилья, друзья, хороших апартаментов составит от 250 тысяч евро. За эти деньги, друзья, в Восточной Европе вы сможете приобрести себе дворец, да еще и с прислугой. По поводу трудностей иностранцев, это бюрократия в Бельгии. Так, как вы думаете, в Европе все удобно и быстро? Ага, ну-ну. Если вы задумались записаться к врачу на прием, то готовьтесь ждать около 3 месяцев. А если вы вдруг захотите найти свободное окошко у хорошего специалиста, то время ожидания может растянуться на год. Бельгийская бюрократия – это вообще отдельный вид искусства. Записаться на документы – ожидание месяц. Получить какую-то обычную справку по почте – 2-3 недели. Нострификация дипломов? Друзья, лучше выучиться здесь заново. Потому что бельгийская бюрократия – это как старый компьютер. Все медленно, долго, ну если его не трогать, то когда-нибудь да и заработает. Вообще Бельгия – это страна контрастов. Здесь хоть и дорого, но здесь высокий уровень жизни. Зато по мнению некоторых жителей здесь очень вкусная еда. А еще здесь вечные забастовки. Да, отличные дороги, но за которые нужно платить. Для кого-то Бельгия – это прекрасная страна, а для кого-то это постоянные компромиссы. Ну что, друзья, как вам такие условия? Вы еще хотели бы жить в Бельгии? В одном из последних видео нам поступали комментарии по поводу работы в Бельгии. И давайте вместе разбираться с этим вопросом. Работа в Бельгии – это как бельгийский шоколад. Где-то горькая, где-то сладкая, а где-то со своей начинкой. Сегодня я вам расскажу, где искать работу, какие здесь зарплаты и какие подводные камни могут быть, например, такие, как были у меня. Готовы? Тогда начинаем. Давайте сразу к главному. Сколько же здесь можно зарабатывать? Минимальная зарплата и даже без знания языка – это 200-2300. Средняя зарплата 3-3,5. Ну, все зависит от вашего опыта и от профессии вашей работы. Высокая зарплата – это 4000 евро. Это айтишники, инженеры и медики. Но, друзья, не забывайте про налоги. Налоги здесь двойные, они очень большие. Налоговая шкала может быть от 25 до 50%. То есть, если вам сказали, что ваша зарплата составляет 3000 евро бруто, то на руки вы получите 2200. Если ваша зарплата 5000 евро, не спешите радоваться, потому что после вычета всех налогов вы почувствуете себя настоящим студентом, который пришел в столовую, заказал слишком много еды и понял, что на карточке денег не хватает. Окей, а где вообще и как искать работу в Бельгии, если, конечно, у вас нет дяди в Европарламенте? Тогда вот несколько рабочих вариантов. ВДАП – это официальный центр занятости. Сайт и Link.ID, там вы можете разместить свое резюме. Какое резюме составлять, вернемся чуть попозже. Самый популярный Indeed и Stepstone. Там очень много вакансий в сфере продаж и логистики. А почему логистика популярна, мы тоже вернемся к этому вопросу чуть позже. Агентства по трудоустройству, например, интеримы. Через них вы можете найти временную, или постоянную работу, если повезет. Например, я вам сказал, что могут быть подводные камни, например, как были у меня. Это интерим, который я, друзья, лично от себя вам не посоветую, это Absolute Jobs. Там каждую неделю были какие-то приключения по поводу зарплаты. Одну неделю 20 не доплатили, вторую 25, потом 10, потом 15, и никаких объяснений толком не давали. Поэтому, если вы увидите надпись Absolute Jobs, обходите ее стороной. Друзья, еще в фейсбуках, в группах можно тоже постараться найти себе работу. Особенно русскоговорящих и украинских сообществах. Но будьте осторожны, если вам там предложат вакансию за предоплату, не нужно переводить никакие деньги, потому что в 99% это мошенничество. Так что будьте аккуратны. Если вы хотите найти быструю работу, то создайте себе резюме
на французском или нидерландском. Английский, конечно, тоже ок, но именно здесь, в Бельгии, лучше иметь резюме на этих языках. А еще лучше пойти на курсы языка, дойти до уровня хотя бы 2,2, и тогда это упростит поиски на работу. Ну, друзья, не каждому же человеку язык дается легко, правильно? Так что давайте поговорим о рабочих местах без знания языка. Например, если вы только приехали в Бельгию и хотите найти себе работу, а знания французского и нидерландского языка вам непонятны, то выбор здесь будет невелик, например, как в супермаркете, который закроется через 5 минут. Так, это логистика. Это склады Amazon, Бипоста и, в общем, почта. Постройки много вариантов, особенно если вы маляры, плотники или электрики. Много работы на заводах. Это упаковщики, это операторы и это водители кларков, погрузчиков. И, кстати, если хотите устроиться именно на такую работу, то пишите комментарии под этим видео, и я вам дам все необходимые контакты, где проверенная организация вас обучит управлению кларков, выдаст сертификат и поможет с трудоустройством на работу. Также здесь есть уборки отелей, офисов и много клининговых компаний. Ресторан, еще есть в ресторанах посудомойщики и помощники на кухне. То есть есть с чего выбрать, да, без знания языка, не правда ли? Друзья, самое главное не бояться начинать с простого. Потому что многие сначала, так же как и я, идут работать на склады, в логистику, а потом со временем находят что-нибудь другое для себя. А теперь я вам дам пару лайфхаков, как устроиться при устройстве на работу. Резюме свое составляйте четко, кратко, на 1-2 странички максимум. А обращайтесь сразу в несколько контор. Больше заявок, больше шансов. Если вас позвали на собеседование, ни в коем случае не опаздывайте. Потому что в Бельгии пунктуальность – это уважение. И еще, если вы уже пришли на собеседование, вы должны всем своим видом показать, что вы нуждаетесь в работе, вам она нужна. А не так, что, друзья, я еще не знаю, я подумаю, я еще схожу в пару мест. Готовьтесь, что навряд ли вас позовут на работу. И еще, если они вам скажут на собеседование, вы можете идти домой, мы вам перезвоним немного позже или напишем, то в 100% случаях, друзья, вам уже не перезвонят. По поводу мошенников я вам уже рассказал, что ни в коем случае, ни по каким предоплатам не ищите себе вакансии. Потому что в 100% случаев это мошенники. Так что работу в Бельгии найти реально и несложно. Самое главное – это терпение и правильный подход. А если вы автомеханик и разбираетесь в автомобилях, то тоже пишите мне, я вам дам номер телефона русскоговорящего работодателя в Бельгии. Ну что, давайте подведем небольшие итоги. Работа в Бельгии есть, зарплаты здесь хорошие, но налоги немного кусаются. Ну как немного, нормально кусаются. И если вы вдруг хотите больше историй на нашем канале о жизни в Бельгии, о поиске работ, о стоимости жизни здесь, то ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, подписывайтесь и расскажите нам в комментариях, какая работа интересна именно вам. Да-да, какая у вас мечта? Где вы хотите работать в Бельгии? Может быть в офисе? Или может быть открыть свой бизнес в Бельгии, на котором вам частично выделятся деньги? Тогда тоже пишите это в комментариях, и в следующем видео я вам расскажу, как открыть в Бельгии самозанятость. Жду ваших ответов. Всем, друзья, хорошего настроения, всем до новых встреч. С вами был Bart Family, всем пока-пока.